Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такого замечательного, забавного фуглера. Его рост составляет 25 сантиметров, трусишки съемные, и нам хватило основного цвета, хватило одного мотка пряжи. Даже немножечко осталось. Остальные цвета вы можете подобрать уже сами. Ну что, приступаем. Вяжем рот, серединку. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Второй ряд. Вяжем 8 прибавок. В конце ряда у нас 16 столбиков без накида. В принципе, идем по классике. Не знаю, надо провязывать полностью ряды или надо сокращать, насколько это возможно. Напишите, пожалуйста, как вам удобнее, чтобы все записывалось быстрее, или я провязывала. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. Или вам хватает так, как я сокращаю обычно. В принципе, я не совсем всегда все вяжу, иногда сокращаю. Так, понятный ряд. Провязывайте сами. Четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. Не знаю, насколько большой рот надо делать. Ну, я думаю, в принципе, будет достаточно то, к чему мы придем с вами в конце. Пятый ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда 36 столбиков. Шестой ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда 42 столбика. Довязали шестой ряд, убираем маркер, делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку. Это у нас будет внутренняя часть ротика. Вот такая. Вяжем ногу. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Второй ряд. Делаем 8 прибавок. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 24 столбика.
Довязываем этот ряд. И дальше с 4 по 10 ряд мы будем вязать по 24 столбика без накида. Вот наша ножка связалась до 10 ряда. На первой ножке мы делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку. А на второй ножке, естественно, мы ниточку оставляем. И продолжаем с двумя ножками. Будем. И ввязываем вторую ножку. Соединяем. Соединяю, смотрите, вот здесь у нас соединительный столбик был. Я вот здесь хватаю. И дальше мы вяжем 24 столбика по одной ножке и 24 столбика по второй. Здесь особо показывать нечего, поэтому я думаю, вы сами прекрасно со всем этим справитесь. Соединили ноги 24 и 24. И следующие ряды с 12 по 21 мы будем вязать по 48 столбиков без накида. Приступаем. Вот мы с вами связали 21 ряд. Дальше вяжем 22 ряд. В 22 ряду мы с вами провязываем 12 столбиков без накида. Делаем убавочку. Дальше провязываем 24 столбика. Дальше делаем убавочку и довязываем оставшиеся 8 столбиков. В конце ряда у нас с вами получится 46 столбиков. Это мы с вами связали 22 ряд. Мы с вами довязываем 22 ряд. И следующий 23 ряд мы вяжем 46 столбиков без накида. Вяжем его самостоятельно. У нас получается вот такое тело с ножками. И здесь мы будем ввязывать рот. Здесь у нас, там где маркер, у нас задняя сторона. И ротик будем ввязывать здесь по переду. То есть 24 ряд мы с вами вяжем 15 столбиков без накида. Смотрите, если у вас идет смещение чуть больше или чуть меньше, вы смотрите так, чтобы ротик был посередке. Тут буквально вот он идет от края до края. У них же шусты большие. Такие странные, конечно, игрушки пошли сейчас. Ну, мода. Монстрики всякие. Так, пока болтала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Так часто бывает, заболтаешься, и все, и где-то проскочишь. Так, связали 15 столбиков. Нет, наверное, будем вязать 16 столбиков.
Я вот сложила, мне хочется еще один. 16 столбиков провязали. И дальше 21 столбик мы будем вязать вместе с ртом. Вот он наш ротик. Так. Как правильно сложить, сейчас мы с вами посмотрим. Вот так. Так. И здесь. Итак, мы с вами провязываем 21 столбик. Тут точно считать надо. Раз. И дальше мы провязываем 9 столбиков до конца ряда. Вот так. Следующий 25 ряд мы с вами вяжем 16 столбиков по низу, по телу. То есть мы продолжаем заканчивать наш ротик. Как бы правильно взять, чтобы было удобно вязать. Все равно удобнее на руках. Не вот так вот под камеру. А положил на коленочки и вяжешь себе потихонечку, да? Вы со мной согласны? Так, вот я провязала 16 столбиков без накида. И дальше продолжаю вязать 21 столбик вот здесь по верхней части уже рта. Просто вот так провязываем. Не сильно большой рот, интересно. Так. Не, хороший будет. Так. Отвлекаюсь на ненужные разговоры. Или нужные. Так, довязываем мы 21 столбик по рту. И дальше довязываем 9 столбиков по телу.
Вот он наш рот. Такой будет. Следующий 26 ряд мы будем вязать также вот 46 столбиков без накида по кругу, только там, где у нас рот, мы будем немножечко захватывать петли по-другому, чтобы у нас как будто бы образовалась такая губа. Сейчас я вам покажу, дойдем. Мы просто будем хватать. Сейчас покажу. Не знаю, как правильно объяснить. Надо, наверное, какого-то опыта другого набираться. Опыта правильного объяснения. Здесь смотрите. Вот у нас уже идет первая петелька. Мы ее захватываем вот так. Не так, а сверху. И провязываем. И так мы провязываем весь ряд. То есть мы хватаем сверху. Вот. А здесь у нас останется цепочка. Сверху. Вот. То есть вяжем обычно вот так. А мы будем провязывать вот так. Так провязываем весь рот. Если кто-то знает, как правильно называется этот прием, можете написать мне. Буду благодарна. Вот видите, как у нас получается. Вот здесь у нас образовывается вот цепочечка. Такая, как будто бы губу оттеняет. И все, так довязываем до конца. У нас получится 46 столбиков. И дальше еще 10 рядов мы вяжем по 46 столбиков без накида. Без изменений. Встретимся там. Совсем забыла сказать, на этом этапе нужно наполнить ножки хотя бы. Немного добавить холофайбера, ножки уплотнить хорошо, потому что потом будет неудобно сильно глубоко. Связала до 36 ряда. Такое чудо у нас получается. И смотрите, вот глазки у меня 16 миллиметров. И я их располагаю между 4 и 5 рядом от губы. То есть считаю вот 1, 2, 3, 4 и 5. Ну и тут уже расположение, смотрите сами. Хотите ближе друг к другу, хотите дальше. Главное, чтобы вроде как симметрично. Такое чудо. Чудное, диво дивное. А ну-ка, по-моему, чуть-чуть неровно. Вот так вот. На один. Вот так. Вот. Как-то так. Начинаем вязать язык. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида.
Третий ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас с вами получится 15 столбиков без накида. Продолжайте сами. И вот смотрите, я связала 7 рядов, всего лишь здесь 7 рядов. И можно сделать язык вот таким вот коротеньким. Он, в принципе, хорошо ложится. Закончила 8 ряд. И теперь складываем язык пополам и провязываем вместе. Так, вот он наш язык. Можете оставить нитку, чтобы пришить, если будете пришивать именно плюшевой пряжей. Либо обрезаем и будете пришивать другой. Все, вот такой язык. Значит, смотрите, я специально не доделала. Мне кажется, так пришивать намного удобнее, чем потом, когда уже игрушка будет полностью набита. Поэтому я сейчас вот пришиваю язык. Пришивать можете как ровно, такой будет язык показывать, либо можете на бочок. Тут уже по вашему желанию.